Как сказал Брюс Ли, я не боюсь того, кто делает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучал один удар 10 тысяч раз. Поэтому в этом челлендже я буду делать 100 квадов за одну тренировку в течение месяца. 90 квадов со спины и 10 квадов с ног на низах. Чисто чтобы на низах, чтобы привыкать к 4, и потом дальше делать 5 со спины. 5 с ног, точнее. Мой первый квад со спины как? Вяло. Я первый раз в жизни сделал 4-1-4. Еще надо сказать вам, что я же делал 4 квада со спины в Москве и 5 вперед с ног в Москве. Так что вот этот влог, вы его посмотрите, там все эти трюки есть. Я сделал всего лишь 5 квадов и уже устал, так что я буду отдыхать. Засекайте в секундомере, пусть будет 2 минуты. И каждые 2 минуты я делаю квад со спины. Так, 10 секунд, погнали, 2 квада со спины, сейчас на изи будет. Писька, я бы тут ударился, больно. На распрыжку очень много сил уходит. А Дима Волк, смотрите, что делает. Дима Волк делает двойные сальто. Но этим нельзя смеяться, потому что все мы начинали с низов. Давай, чуть-чуть. Штучек 5. 2, 3, 4, 5. Можно 6. Где 2, там и 3. Где 3, там и 4. Где 4, там и 5. А где 5, там и 6 ю, блядь. 10 квадов. Я понял, что лучше я буду делать по одному кваду, чем по 2 или несколько квадов подряд, потому что когда делают несколько квадов, то энергия отнимается прям много-много. С каждым разом, когда я делаю этот квад мне становится легче и лучше. И поэтому надо делать дофига раз, потому что чем чаще ты делаешь какой-то трюк, тем легче он у тебя получается. Это мне и нужно, чтобы я мог там в середине, в конце комбинации на соревах квад со спины кинуть вот так вот просто. Дима Волк сделал 100 двушек со спин, а я сделал 43 квада сделал. Пишу плюсик. Невозможно добавить больше 40 чисел. 44 квада есть. Это у меня, кстати, есть такая цель в заметках. Сделал 44 квада подряд. 50-й квад. 50-й квад. 50. «50 квадов со спин и 10 квадов с ног». Небольшая поправка. Я буду делать 50 квад со спин, а не 100. Сейчас я 50 сделал. Это очень тяжело было. Вторая тренировка по 60 квадов за день. Этот квад сегодняшний по сравнению с прошлой треней был прям вообще вот очень легкий. Вторая тренировка. 60 квадов готово. 50 со спины, 10 с ног. Я понял, что у меня голеностопы, колени просто офигевают от того, что я почти до потолка распрыгиваюсь. Поэтому сейчас попробую что-то сделать, какие-то упражнения, хотя бы для спины, для голеностопов, чтобы они так быстро не умирали. 6-я тренировка по квадам, по-моему. Смотрите, что я придумал. Опа, я поставил кубики под обкладки. Я увидел это в видосе в обучалке у Иванова Олега. Он начал толкать так же, как пятера в дойфлипе на жуке. Пару слов туда-сюда сделай. Ну что, сегодня была... Это 7-я тренировка по квадам. Я сделал 2 раза 5 вперед с ног. Надеюсь, я успею Кубку Шанькина подготовить 5 с ног и какую-то там еще жесть. Офигеть. 40 квадов. 50 не стал делать, потому что я сделал квинт.
И 10 квадов с ног не стал делать, потому что я сделал квинт. Зашибись. 9-я тренировка. Я сделал 50 квадов со спин. И плюс 10 квадов с ног. Да, 60, 60, 60. А еще сегодня я начал делать 4 вперед, не с обычного захода, как я обычно делал, то есть 2 вперед с ног на спину и квад. Я начал делать заднее в твист и со спины квад. И, по-моему, так легче делать, чем вот так, с двушки. А еще я забыл сказать, что я сегодня сделал 4 вперед со спины в прокрут до седа. Это уже прогресс. Последний раз, когда я делал 4 вперед с ног в прокрут до седа, я через 2-3 месяца сделал 5 вперед с ног. То, что ждем 2-3 месяца, я делал 5 вперед со спины. Может, даже без прожимов будет. Это было неожиданно, но не так уж и больно. У меня там чуть все прохрустелось в позвоночнике, где-то почти до середины спины. Это должно было быть 4 вперед, в прокрут до седа. Но я думал, я уже 4 сделал, сейчас буду раскрываться в сет. А я сделал только 3, начал раскрываться, прям в голову. Не знаю, что там сфокусироваться. 14 квадов со спины сегодня сделал и 2 квада с ног. Наш администратор, который он там работает сейчас, подал мне идею. Я ему говорю, я задолбался уже, я не попадаю. Я делаю 3-4 раза, 2 вперед с ног на спину. И делаю какую-то трешку просто, и все, не могу сделать квад со спины. Я в первые дни этого челленджа делал за 2 часа все 60 квадов. На прошлое тренинг мне 3 часа еле хватило, чтобы сделать все 60 квадов. Я думаю, да наоборот должно быть легче, а нет. Мозгу нужна разгрузка, оказывается, и мышцам. Это последняя 10-я тренировка по этим долбанным квадам. Теперь отдыхаю 2 дня и проверяю максимум количество квадов и пробую, может, квинт со спины делать, что? Не знаю даже. Это мой лист, с тренировками. 3 сентября было первое тренинг, и сегодня 6 октября, 10-е тренинг. Вот здесь вначале все 60 квадов, здесь мы числили поролоновую яму, у меня были мышцы, потом я заболел, это все в ноль было, потом вроде остановился, сделал 33 квада, потом 50, потом что-то 40 квадов со спин, вот здесь 2 квинта с ног, дальше 40, 50, и вот сегодняшнее со втыком. Сколько же в итоге я сделал квадов за этот месяц? Сколько я сделал квадов за 36 дней? 427 квадов со спины, 87 квадов с ног и 2 квинта. Неплохо прокачался. И на сегодняшней тренировке я сейчас должен был сделать, я хотел хотя бы 4 квада со спины сделать. И в итоге я ни одного квада сейчас не сделал. У меня почему-то они вообще не получаются с разных заходов. 4 со спины вообще не идет. Напишите в комментах, почему я не могу сделать 4 со спины. Может, я их слишком много поделал. За этот месяц я сделал 722 в 4, задний винт в твист в 4 со спины. Что еще? 360, 720 и 4 со спины. Это была уже 2-я программа тренировок с этими квадами. Первая была с трешками. Теперь берешь, просто записываешь свои любимые трюки, делаешь их хотя бы по 10 раз. Не надо, 60 или 100, это так не надо, по-моему, это так не работает, будет только хуже. Берешь, записываешь свои любимые трюки, делаешь по 10 раз на каждый тренинг. И этим, наверное, я и займусь в следующие месяца. Кстати, до Кубка Ишанькина, по-моему, 1 месяц остался. Сегодня 11 октября. Да, где-то в ноябре срева должны быть. Так что на Ишанькин Баттл я вас всех жду со своими новыми прокачанными трюками и связками.